чувствуется, да, такой, ну, что альпинизм, да? Да. Жарко, Когда уже альпинизм, мерзнешь, да. стоишь. Когда холодно, кушать хочется, в туалет холодно сходить. Разрешите представить нашу команду. Анара. Вот. Девушка. Добрый день. Комсомолка. И просто красавица. Альмир. Наш баттер. Опора. В горах очень ценный человек. Вот. Ну, это основная экспедиция, которая планирует совершить восхождение на высшую точку планеты Пик Эверест весной 2024 года. То есть, перед большой и серьезной экспедицией нам надо стать одним целым. Тогда шансы на успех увеличиваются. Вот, ну вот у нас получается такой первый выход в горы. Это у нас получается слаженность и схоженность в альпинизме. Это самое главное. Наш руководитель Максут Джумаев, он прошел все 14 восьмитысячников, вы представьте, без кислорода. Наше первое знакомство, вообще мы пересекались на каких-то забегах. Я помню его на Альпин Рейс несколько лет назад. Он также участвовал. Вроде он на лыжах шел. Вот это было первое пересечение с ним. А уже потом я видела его на каких-то там мероприятиях и так далее. И непосредственно мы уже лично познакомились в начале этой экспедиции. Наверное, с 2018 года, как была идея, озвучена эта идея именно первой девушки-казашки на вершине Эверест. И все закрутилось, завертелось буквально в считанные минуты. И первый, конечно, вопрос – кто? Безусловно, здесь уже времени на раскачку не было. То есть вот, окей, тут же за столом есть варианты, вот мне накидали, вот это такая-то. Окей, говорю, хорошо, давайте вот попробуем познакомиться с этой девушкой и узнаем ее планы. Нам очень повезло, что у девушки, наверное, изначально уже были похожие, идентичные планы и мечты. Наверное, в жизни происходит то, что должно произойти. Это не рок, это, наверное, судьба. Вообще мысли о больших горах возникли, когда я начала учиться в школе альпинизма на значок альпиниста. Именно тогда, в том числе, я узнала о том, что не было еще ни одной казашки на вершине. Соответственно, сразу мелькнула мысль, это могла бы быть я. Это был еще зимний альпинизм. Я прям специально выбрала для себя зимний альпинизм, потому что говорили, если ты пройдешь школу зимнего альпинизма, то значит ты будешь больше подготовлена. Я вообще родилась в Восточном Казахстане. Родилась тоже среди гор. Сам город Риддер также расположен не в высокогорье, но как минимум город там расположен примерно на том же уровне, что и Алматы. Первый мой вид спорта это были беговые лыжи, когда я еще была маленькой. Затем волейбол. И затем уже в более осознанном возрасте у меня в жизни появился бег. Начала бегать десятки, посмотрела, что у меня хорошо получается. Призовые места занимала. И уже степ-бай-степ дошла до ультрамарафона. А уже позже в моей жизни появился альпинизм. И я не скажу, что прям у меня в руках было очень много кандидатур, вот, но почему-то мы вот выбрали именно девушку скайранера, то есть девушку, которая бегает по горам, совершает восхождения, которая не в сборной Казахстана по альпинизму, то есть, но при этом мы посмотрели, то есть изучили, пригласили, поговорили и поняли, что
Анар – это достойный человек. На жердание нужно найти. Вот она! Вот она, нюня. қайсарлығы оның кішкентайынан білінді. Бірінші классқа барғанда, уже сонда 6-да таман уже атқа мініп жарысты. Бірақ қорықты да, бірақ көзінен көрдім да, что қорқынышы бар. Но бірақ берілген жоқ. Міне осы кішкентай кезінен менімен бірге огородта жүретұғын. Пока ана чөпті жұлып біткенше, чөптің бәрін, арам чөпті жұлып біткенше, ол үйге кірмейтұғын. Аяғына дейін жеткізеді, істеген қолына алған ісін аяғына дейін жеткізеді. Менімен бірге жеміске барады, бір жемісті аузына салмайды, пока екеуміздің челегіміз толғанша. Челегіміз толады, челегіміз толғаннан кейін, мама, мен жеймін бе деп, менен жей берсенші, жоқ мама, біздің әлі челегіміз толған жоқ. Көбінде ол өз сол дала жақта, осы тоғай жақта сондайларды жақсы көрді. Сол шығып, тауға нетіп, сонда айтатын, сондай прям жақсы несімен айтады. Мама, не қарашы қандай тау, міне мынаған мен шықтым, мен жидек теріп жедім деген сондай сөздерінен. Осы өте үлкен әсер алып келеді. Альмир в горах очень ценный человек, потому что мы его вперед толкаем и прячемся за ним, чтобы ветер сильно нас не задувал. Вот он у нас волнорассекатель. Да, вот этот ветерассекатель. Я горы люблю, я вырос в Алмате и, не знаю, горы для меня, наверное, много значат в моей жизни. И я люблю быть в горах. В горы хожу постоянно, потому что это просто как физкультура, как бы поддержание там, здоровья. Это вот как пробежка, как зарядка. Единоборство, ну это тяга моя личная, как бы. Мне кажется, мужчина должен уметь постоять за себя, должен уметь драться. Всякие бывают ситуации в жизни. Мы росли, нам нужно было показать себя, уважают силу. В горах то же самое, я думаю, ты как бы ставишь себе цель на вершину, но в какой-то период ты понимаешь, что ты устал, энергии нет, сил нет, как бы поставил задачу и думаешь, блин, если сейчас сдамся, как бы, потом привыкну всегда сдаваться. И стараешься доводить дело до конца. Адал дос, керемет жігіт, жаңағыдай барлық жағынан әйтеуір жаман нәрсе әлі естімедім. Сырттан да жаман нәрсе естімедім. Ол красавчик, ол еңбекқор, ол жаңағыдай мақсат қойса соған жетуге тақатса баруға тырысады да. Бүйтіп жарты жолдан тастап кету деген жоқ та ода. Для меня Эверест — это вызов в первую очередь. Я как бы хочу себя проверить, но я иду не один, у нас команда, и я как бы не могу тянуть одеяло на себя. Я буду думать о команде, о той цели, о девушке, которую мы должны помочь ей, возможно, чем сможем.
Ну, вообще у меня семья маленькая, у меня сейчас мама, старшая сестра и мой племянник. Свободно! Мама человек, который всегда отдавал. Я думаю, вы знаете тип таких женщин, которые, знаете, себе что-то не купит, но только все нам, своим дочерям. На самом деле, когда говорят, там, я всего достигла сама, конечно, в этом есть доля правды, но на самом деле нам старт задают наши родители и близкие. То есть благодаря моим родителям, маме, папе у меня был достойный старт, достойные школы, достойное образование, что привело меня сейчас к тому, где я нахожусь. Поэтому я думаю, в жизни любого человека родители имеют огромное значение. Что касается моей сестры, это такая очень сильная девушка, потому что у нас в Восточном Казахстане, к сожалению, очень плохая экология, и эта экология сказывается на здоровье. И у моей сестры такое редкое заболевание, ну, не знаю, как это описать, но кости растут не в ту сторону. И поэтому с детства она перенесла около 9 операций, и вот недавно перенесла 4 операции, где в каждую кость вставляет 3D-штырь. Апайы өте төзімді болды. Төзімді. Ешкімге сырын ашып былай, осылай деп қанша қиындықтан өтті, көп қиындықтан өтті. Ол да бір Алланың сынағы шығар, қызыма берген. Көп қиындықтан өтті. Ол айтатын да жүрегімді ауырады. Көп қиындық, бірақ бұл қызымда берілген жоқ. И несмотря на это, она смогла родить ребенка. У нее несколько высших образований, она никогда не останавливается, постоянно учится. И я думаю, что моя сестра – это тоже один из моих больших мотиваторов. Оставить. Да, просто брось туда и все, и работай. Потому что вдруг, допустим, на скале такая ситуация, стой, вот ты там резко встала, что-то там, веревка там порвалась или еще что-нибудь, тебе надо резко застраховаться. То есть искать и там дрожащими руками, где этот самый у тебя карабин, то есть сложно. То есть тут он у тебя перед лицом, ты его щелкнула, раз щелкнула где-нибудь другую веревку, еще что-нибудь. Поэтому то есть для безопасности вот сюда вот. То есть это чисто жизненный момент. Во-первых, да, действительно, там не было ни одной казашки, и, конечно, очень хочется и мечтается, чтобы этой первой казашкой оказалась я. Ну и во-вторых, вы знаете, мне кажется, это ощущение, про которое хоть кто-то немножко знакомый горами хоть раз задумывался, ощутить себя на вершине мира. То есть это что ты испытаешь, что ты увидишь. То есть выше этой горы только звезды. Ну вот если говорить о сейчас нынешней моей цели, то я стала уверенной в ней после потери папы в декабре, потому что мне хочется, чтобы он... У них была особенная связь. Она очень сильно любила отца, так же, как и мой папа очень сильно любил. Он был нашей опорой. Папа был капитан милиции, спортсмен. Он был еще чемпион юниоров по вольной борьбе. Еще он был юристом и археологом. То есть юрист это уже в части полиции. И еще он очень любил историю. И у нас очень много книг было. Но я думаю, папа всегда занимает очень важное значение в жизни всех дочерей, потому что пока он с тобой, ты чувствуешь себя защищенной и ребенком. То есть жизнь как будто поделилась на до и после. До этого я была ребенком, а сейчас я уже взрослая. Папа нас всех очень сильно любил, но вот эта особенная связь была всегда с младшей дочкой. Мне даже сестренка, когда я написала, сказала, вот что вот приезжает режиссер, кинооператор. Мне сестренка в первую очередь написала, скажи, что я папина дочка, что я такая же сильная, целеустремленная, умная, как мой папа. Папа всегда мною гордился. И вот, и именно после его потери мне захотелось, чтобы его имя тоже прославить, потому что оставить след в истории. Мне кажется, это будет очень большая такая дань уважения моему папе.
И в то же время показать, что любая девочка с глубинки Восточного Казахстана может приехать, хорошо обосноваться в Алмате, может достигать больших целей, не нужно ничего бояться. Ну, то есть все страхи, можно сказать, у нас в голове. Нужно учиться, работать, тренироваться. Тренировки вообще, вот вы спросили, что мной движет, когда я иду на гору, это своего рода, знаете, психотерапия. Потому что в горах ты оставляешь весь негатив. Вот есть такое странное выражение: если ты устал, сходи побегай. Потому что, несмотря на то, что ты устал, ты сходишь побегаешь, сходишь на хайкинг, и вся твоя негативная энергия как будто растворяется. Не знаю, мне кажется, все спортсмены, наверное, наркоманы в части получения вот этих эндорфинов. Это, то есть, вдохновение, там, я не знаю, это ощущение счастья, эндорфины. То есть это прям, как только ты хоть раз это испытал, ты уже не сможешь от этого отказаться. И поэтому мы встаем там в 5 утра, идем в горы, мерзнем, отмораживаем себе немножко пальцы. Но, тем не менее, я считаю, горные люди счастливые люди. А вот этот? Не надо? Не, я брать не буду, он такой же. Это там может коса. Ладно. Потом всякие деревья. Я вот думаю, вот такие треки взять, которые я на Килиманджаро же одевал, либо вот эти кроссовки с карпой, но они мягкие. Ну, они мягкие, но братан, там, знаешь, лучше не подворачивать ноги. Потом хромать, то есть там это, знаешь, вроде мелочь, ты делаешь себе приятно идти. Мы их где будем одевать? Ну вот уже с Дингбочи, получается, все уже в них будем ходить. Все? Да. Вот, условно, если мы берем вот эти ботинки, да, можно их положить тоже вот сюда. Тоже вот так, как в магазине. Вот так. Таким образом. То есть у тебя получается, грубо, первый слой — это ботинки. Да? Наша экспедиция, конечно, безусловно, началась очень много лет тому назад, когда, наверное, может быть, одновременно, может быть, кто-то раньше, это уже не важно, возникла мечта сделать что-то особенное в этой жизни. Я сейчас говорю не про нам, у нее тоже была своя мечта. Вот, но так сложилось, что наши помыслы и задачи были синхронизированы. За все время моего занятия экстремальными видами спорта я вижу, что с каждым годом все больше женщин наравне с мужчинами достигают самых высших и самых сложных вершин мира, преуспевают в очень сложных ультрамарафонах и так далее. И несмотря на то, что, конечно, страшно, потому что мы все осознаем, на какой риск мы идем, как это опасно, я думаю, мы сможем это сделать. Еще 7-10 лет назад, вот как говорил Максут, очень мало девушек было в экстремальных видах спорта, к которым относится и альпинизм. Сейчас по статистике с каждым годом их становится все больше. Я надеюсь своим примером показать, что женщины могут все наравне с мужчинами. Зайти на вершину Эвереста — это, конечно, безусловно, большая мечта для каждого альпиниста. В частности, наше восхождение мы хотим приурочить к столетнему юбилею героя армии Халк Хармана Сагадат Нурманбетова. Также героя Великой Отечественной войны Халк Хармана Рахмжана Кушкарбаева и девушки, героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Бірінші қазақ қызы болу бұл өте менің ойымша отанымыз үшін өте маңызды. Сондықтан қазақ қыздары өте мықты дегенін көрсеткім келеді. Бүгін міне қасиетті Рамазан айында командамыз жол жүрейін деп жатыр. Бүгін
қыдыр түні қойған жаңағы тілектеріміз орындалсын. Командамыз аман есен қойған мақсатына жетсін. Сложно. Расставаться? Ну, вот так каждый раз провожать. Или есть лайфхак? Лайфхак. Положительное отношение к этому и оптимизм. То есть мы ждем только лучшего, прекрасных впечатлений, то, что Максут реализует свои желания, цели, свои мечты. А я, конечно же, в этом поддерживаю. Бүгін 6 сәуір, біздің бірінші күн Катмандуда. Менің ойынша өте жақсы керемет күн, өйткені ауа райы да керемет, біздің сезіміміз де керемет, тұрған жер де керемет әдемі. Сондықтан бәрілеріміз өте күшті сезімдеміз. Менің ойым, шын айтсам, Катмандуда емес, Эверестқа бара жатқан сияқтымын. Осы келе жатқанда Эверестті көрейін деген әйнектен, самолеттан. Бірақ ауа райы көрсетпеді. Сол менің ойынша келесі аптада көретін шығармыз алыстан. This one is more bigger. No, we need more bigger. Then that one is good. Because we need for the Downsweep. down Downsweep. Then this one. Нет, вот мы первый выход сделаем. Первый лагерь, второй лагерь. Постараемся дойти и переночевать в третьем лагере. Не получится, просто сделаем тач, спустимся во второй, переночуем, уходим в базу, садимся на вертолет, улетаем на Килозар. Okay. Hanuman Dai. Hanuman. Superman. Okay. Matsud Dai. Be close. Namaste. Namaste Dai. Set mind. Okay. Anything you like us. Okay, Didi. Inshallah. Namaste. Merci darling.
все. Теперь только ножками, только до вершины. Хорошо. Альмир, қалың қалай? Не ойлап жатырсың Лукла туралы? Өте әдемі, аэропорты өте қысқа. Бірақ Тікұшақпен бірінші рет ұштым, маған өте ұнады. Кеше енді біздің, мен ойлаймын, экспедицияның бірінші күні басталды. Маған өте қатты ұнап жатыр. Енді біздің қазір жүріп келе жатқан жолымыз ондай аса қиын емес. Сол жол бойы келе жатқан әсерім қандай? Шерпа халықтарын көріп, олардың тұрған үйлерін көріп, сол әсерде келе жатырмын. Маған бәрі орнап келе жатыр. Табиғаты өте керемет. Мына таулар деген қандай биік, ең биік таулар әлемдегі. Соларға қарап, енді керемет әсерде болып келе жатырмыз енді. Жол бойы біз өзімізді өте керемет сезіндік, өйткені өте әдемі жерлер. Және осы жерлердің ерекше әсері бар, өйткені осы жерлер осы Непал халықтың қасиетті жерлері деп саналады. Первые дома это уже начало Намчи-базара? Намчи-базара. Вот я уже смотрю по высоте, мы дошли. А я не знаю, на какой высоте Намчи-базар. Сегодня у нас завершился второй день экспедиции. Мы достигли стартовой точки. Это столица горного народа Шерпа. Место называется Намчи-базар. Вот. На Island Peak у нас планируется уже через несколько дней. Вот, и мы должны быть готовы к этому восхождению. Наши тела должны реагировать адекватно на эту высоту. И что характерно, после первого большого и тяжелого, я скажу это однозначно, акклиматизационного выхода, мы спустимся именно в это же место. То есть мы прилетим с высоты 5000 метров, это базовый лагерь Эверест, именно сюда на 3000 метров, сбросим 2000 метров, чтобы здесь 5 дней отдыхать. То есть 5 дней наши тела должны уже восстановиться после тяжелого первого акклиматизационного выхода. Так, мы тут пьем кофе, чай, кушаем брауни, черничный пай. А я буду заказывать боксу. Здесь заказывать? Или подходим? И сразу там оплачивать, да? Maqsood, like I have been watching his Instagram, before, and I didn't know him, but like later on I saw in my Instagram, and I saw, oh, this guy, like he's from Kazakhstan, famous guy, and I said like, oh, Maqsood, I just added him, and I sent message, Maqsood, you come to my cafe, Здесь собираются самые топовые трекеры и альпинисты. В этом месте собираются каждый год одни и те же люди. Те люди, которые каждый год приезжают в Гималай для совершения восхождения на один из 8000-ников. And he said he came here, and I'm very proud. So I put him kata, and then I welcome him here. And
it's very honor for us, for me, like to have him here in my cafe, because like he's very famous, not only in Kazakhstan but all over the world. Okay. Yeah. See you. Bye bye. Okay. See you later. Okay. С Максом мы знакомы, ой, сейчас уж давно. Если мы в 2018 на Эверест ходили, и это было не первое наше путешествие. Я думаю, что 2017, наверное. Макс — это 12 человек на планете, который сделал все 14 восьмитысячников без кислорода. Он записан просто в скрижали мирового альпинизма. И его имя, оно там навечно останется. Так же, как Месснер. Так же, как многие другие. И при всем при этом он настолько прост, настолько спокоен. И вот это вот с одной стороны его величие, а с другой стороны простота. Она его делает уникальным на самом деле. Я мало таких людей встречал. Классная порода, да? Ну, они похожи. Я не знаю, что это за порода. Бүгін 4-ші күн Намчыдан Дибочыға шықтық. Көтерілген сайын күн суықтап баратыр. Мен терледім. Терлейм, киім су болып шылқылдап. Сосын тоқтап басам, жаурай бастаймын. Таулы жерде ауа райы тез өзгереді, я. Күн деген тез кіріп кетеді. Қазір күн біраздан соң жаңбыр жауып кетеді, қар жауып кетеді. Тауда енді ауа райы қалай болады екен. Біздің гид Дава. Ол 7 рет Эверестке шыққан. Бүгін екеуміз жолдың басында жүріп келатып сөйлесіп қалдық. Мен сұрадым, қалай жүрейін? Қуатымды сақтап жүрейін ба, тренировка жасайын ба? Ол маған айтты, қазір ойламай, ештеңке ойламай, тренировканы жасай бер, өйткені демалатын күндер болады әлі. Қуат жинайтын. Thing is, who wants to climb the mountains, they have to prepare themselves like mentally, physically, and of course for the clients, I would say like economically. This is very important. Бүгін бізде 4-ші күн, бүгін біз Дибочыға келдік. Кеше 3-ші күн болған, 2-ші күн Намчы базарда. Кеше менде температура болды, мен соны ұқпай тұрмын, неге ол пайда болды, мүмкін өйткені мен көп тау туралы ойлап жүрмін. If they are not physically fit, then it's gonna be problem. Then they create problem themselves, and also sometimes it goes to very big, and then create problem in a group too. Өйткені бұл экспедиция өте маңызды әр адамға, мына экспедициядағы Мақсұтқа, маған, өйткені ол менің үлкен арманым, Мақсұттың арманы. Бірақ бүгін бәрі жақсы, кішкене тамақ қана ауырып тұр, бірақ бәрілерден сұрадым, көбінесе сондай бола береді. Қазір біздің ең басты мақсатымыз ең биік шыңға шығу және аман есен үйге Алматыға оралу.
Сегодня у нас 5-й день. Стартовали с Дибочи, идем в Дингбочи. Расстояние примерно около 10 километров. Набор высоты небольшой. Вчера сделал тренировку, сегодня отдых, прогулка. Наслаждаюсь видами. Здесь совершенно мистическое место, очень много святых мест. Здесь очень много сосредоточения различных, не знаю, целей людей, мечты людей. То есть люди приходят сюда за большими горами, люди приходят найти себя. Ты как будто бы становишься более един с природой. И, соответственно, ты не хочешь не думать о плохих мыслях. То есть ты хочешь быть максимально чистым и светлым, потому что кажется, что ты как на ладони находишься. У нас уже сегодня 6-й день, но чувствуем себя прекрасно. Единственное, конечно, в начале экспедиции были какие-то моменты, но, как мы говорили ранее, возможно, это просто идет процесс акклиматизации. Сегодня мы ночуем на 4750, завтра уже выдвигаемся в базовый лагерь Island Peak, и уже через день у нас восхождение. В принципе, у всех приподнятое настроение, я думаю, все хорошо. Давай, one big pot tea starting. Yeah. One big pot. Основным нашим гидом был Дава, который является международным сертифицированным гидом, и у него огромный опыт. То есть они продумывали все. Если Махсуд там продумывал какой-то план, Дава уже успевал это организовать. Здесь остается. Мы разделили наши вещи на 2 части. Одна часть уходит с нами в базовый штурмовой лагерь Island Peak. Вещи, которые нам не понадобятся, мы оставляемся здесь в гостинице и завтра возвращаемся. Завтрак и по готовности выходим в базовый, позже штурмовой лагерь Island Peak. Вот. И высота сказывается, не у всех есть аппетит. Доброе утро. Халай конурки, брат. Нормально. Не спал нормально пока.
Тоже всю ночь спал? Тоже всю ночь спал? А я задыхался, короче. Я его так засыпаю, и в один момент задыхаюсь и просыпаюсь. Засыпаю, задыхаюсь, просыпаюсь, короче. Ну, конечно, на такой высоте необходимо отметить, что уже проявляются какие-то такие нюансы, такие как высотный кашель. Часто может закладывать уже нос, нехватка кое-где кислорода. Уже спится не так комфортно, как спалось раньше. Люди просыпаются уже отекшими. То есть в этом, наверное, основная разница именно этих гор, что здесь ты постоянно чувствуешь дискомфорт, начиная с 3400. Уже в какой-то момент снижение аппетита, ты заставляешь себя кушать и так далее. То есть, конечно, степ-бай-степ организм акклиматизируется, но все равно организм ломает. Кушать будешь? Не-не. Одно яичко. Нет, спасибо. Хлеб, кусочек. Все, Картошечка. Все отлично. Пока идем. Да. Конечно, уже сказывается первый сигнал организма, что он попадает в экстремальную зону, что он попадает в условия, которые нетипичные для человека. И начинает подавать такими вот намеками, что пора бы идти домой. Но нам домой еще рано, поэтому идем, терпим. Надо терпеть. Конечно, мы сейчас на самом деле и у тех, кто идет до базового лагеря, и у тех, кто идет до Эвереста, мы все равно в начале экспедиции. Впереди еще 1,5 месяца, поэтому нам нужно хранить силы и максимально слышать свой организм. Олег, можно я одежду еще? Алма. Айгуль. Спасибо. Тимея. Это же Тимея. только сюда, остальное. 18, да? Big Street. Ты не говори. Full house, нормально full house. Okay, like at our place it's 25 points always. Okay, then I don't. Okay, then not full house. Yes, actually the idea was born around, I don't know, September, October, because I got the opportunity to come to Nepal 2 weeks with my university. And as it was my last course of my university, I was, okay, I want to stay longer here in Nepal. And I was thinking about what do I want to do here? Do I just want to do some traveling or do I want to do more? And as I love the mountains and I'm a little mountain girl, I decided I want to go a little bit higher. And then I checked my friends list and I was like, okay, who should I go with? And it was just one person who was in my mind who was able to do this with me. Hoffentlich. Ich blamiere mich da jetzt. Actually, my good friend Timea convinced me to go with her to Nepal because she has already been here with university and she's also a mountain girl like me, and so we decided to do it together and it was the best decision. Full house. Sure? Yes. Нет, у нее другой подсчет очков. Да, sorry. No. Full house. Я объедаю другую группу. Она может и сюда выйти, это не страшно, главное. После Намчи-базара мы двинулись дальше, и степ-бай-степ мы дошли до базового лагеря на 5100, где все мы чувствовали себя не очень.
И оттуда уже мы делали восхождение на Island Peak. Даже носки одеваешь, задыхаешься. Это, прикинь, на 5000, а это если на 8000. Поэтому нужна акклиматизация. Окей. Почему важно именно в такое время выходить? Выходит, это еще нормально, это еще поздно выходит на самом деле. Примерно на Эверест выходит в 8 вечера, стартует. Это нужно для того, чтобы подняться на вершину до изменения погоды в худшую сторону. И с запасом в светлое время спуститься в базовый лагерь. Это очень важно. Вот. Есть такое понятие контрольный срок. Где бы ты ни находился, 12 часов дня ты разворачиваешься и идешь вниз. Я считаю, это правильно. Можешь подразиться туда, если есть свет, спасибо. Сейчас вроде не холодно. Да, быстро. Кушаем, надо через силу есть. Это горячая вода, да, здесь? Hello, good morning. Good morning. Hi. Hi, Sava. Hi, good morning. Не possible omelette, а? Omelette? Toast with omelette. Let me ask, okay? Давай. Не спалось. Нормально себя чувствую. Голова болела днем, сейчас нормально. Хорошо себя чувствую. Аппетит появился. Покушал хорошо. Вот. Мама ушла. Нас четверо, да? Всем хватило, да? Regelholler, Steigeisen. Давай. Айтафик. Все, он положил себе, да? Heavy. Так, Шерпа. Sherpa, good day, good day. Strong day, strong day. We did training before Everest. Yeah. Он все положил, да, мое? Да, ложь. Окей. көңіл күйің қалай? Қайда бара жатырсыз? Нормально. Бола ма? Иә. Шаршап тұрсың ба? Ұйқым келіп тұр. Бұйырса бүгін Олимпикке шығамыз ба? Иә. Және қайтып келеміз. Ну, одно из слагаемых успеха любой экспедиции – это правильно составленный план. Четкий, понятный, реализуемый. Ну, у нас первая ротация у нас была Island Peak, акклиматизационный выход. We reached the glacier in dark time or in sunset? In sunrise? I think we will reach in sunrise, like morning time. Окей. Подходим, ребята, подходим. Нурбу, Айгуль, молодец. Альмир, красавчик. С нами Хануман и 2 пулемета. Окей, Анар, ну как самочувствие?
нормальные. Единственное, хочется спать и немножко подташнивать, а так, в принципе, все окей. Но это, получается, влияние высоты, как ноги. Отлично. Ноги, руки, все отлично. Сегодня вышли где-то в час ночи, по-моему. И я, да, 2 дня не спал, акклиматизация не до конца прошла. Вчера я не смог уснуть, днем ходил, голова болела. Позапрошлой ночью то же самое. Я не мог спать. Наперед скажу, уже гора не тренировочная, не для акклиматизации. Гора прям реально сложная. Такие маршруты называются комбинированные, когда там и скальные участки, и ледовые, и снежные, и гребневые, и через трещины переходили. Для меня это была первая проверка меня. После восхождения на Island Peak как будто бы стало больше сил и уверенности в себе. И кроме того, с вершины Island Peak впервые мне удалось понять, в каких величественных горах мы находимся. Пока мы шли по треку, все красиво, они огромны, но именно с высоты 6000 перед тобой раскрываются виды на 8000-ники, и ты понимаешь, что ты находишься в самых больших горах мира и насколько ты маленькая песчинка по сравнению с ними. Этим горам миллионы лет, этим ледникам миллионы лет, и они настолько величественны, что ты понимаешь, что мы должны постоянно просить, кажется, разрешения на то, чтобы тревожить эти горы. Я была очень счастлива, что мы с Максутом дошли. Yes! Алга, Казахстан! Что как остальные? Вниз? Да. Всех? Да. Только мы вдвоем, что ли? Да. 8-12 мы взошли. Да. Давай. И поэтому я... Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Скажу, что из всей нашей команды только нам с Анар удалось взойти на эту вершину. Альмир, Айгуль и Алма, они дошли до высоты 6000 метров. То есть это в 100 метрах, не доходя вершины, они остановились и пошли вниз, потому что я с ними совсем переговорил. Состояние было тяжелое. Не помню точно, к 7 утра, что ли, мы уже подошли к вершине. Мне не хватило всего лишь 100 метров набора, и я до Максута дошел. И я ему говорю, я засыпаю. Ну, видимо, ты что, 2 дня не спал. Отключаешься? Да, такое ощущение, как будто бы я во сне хожу, и как будто сейчас сознание потеряю и не проснусь. Он говорит,
можешь возвращаться, да, развернул меня и на каких-то резервах дошел вот до лагеря. Я считаю, что мы и отработали тактику штурма, ну и, конечно, безусловно, уже высота, она впитывается, она подготавливает наши организмы к решающему восхождению на пик Эвереста. Демонетизация с кровью, я сказал. Поздравляю. Пойдем, ну что, давай, я поздравлю с горой. Что с горой? Горой. Ну, слава богу, ничего не обрушилось. Мы вот сейчас идем, что тут 10 утра мы уже вернулись. Надо было, не надо было выходить в час ночи, но я так именно вот сейчас, да, вот утром, ближе к 11 утра, начинают рушиться вот эти трещины. И мы сегодня ночью ушли и слышали, как вот рядом ледопады обрушивались вот в это озеро. И грохот был очень серьезный. Ты слышала? Да, я слышала. Я испугалась, что на нас что-то падает. Сложные моменты. Сложно было жумалить на 6000. Очень долго. Когда болит голова, когда у тебя нет энергии, потому что ты не кушаешь на высоте. А надо очень много жуманить, и каждая веревка оказывается не крайней, а еще дальше и дальше, и дальше, и дальше. О, это для тебя. О, Рахмет, спасибо большое. Да. Это очень круто. Рахмет, спасибо большое. Всё. Блин, это хоть классно. маленький, но вкладик Это от нашей киногруппы. Спасибо большое, я сегодня уже надену это. Сейчас вот спустимся, как отдохнем, поспим и пойдем в Чукун, а там есть интернет, и напишем, и отправим во всемирную сеть фотографию с флагом Казахстана на вершине Island Peak. Это мало что мы можем сделать. Ну, после восхождения на Island Peak я не мог прийти в себя, я плохо себя чувствовал. У меня были проблемы со сном. Я в сутки спал по 2-3 часа. И в лучшем случае 4 часа я, наверное, спал в сутки. Вообще, Альмир – это отдельная история. Альмир – это человек силы воли. Ему было сложнее, чем нам, учитывая, что он большой. И, соответственно, его организм нуждается в большем количестве кислорода. Поэтому он там с определенной высоты не мог спать. В Лабочи мы пришли, и я не мог в себя прийти, не было аппетита, плохо себя чувствовал. И управляющая, она еще по совместительству врач. Она проверила, в первую очередь проверила уровень содержания кислорода в крови. I just checked all vitals, that means oxygen and blood pressure and pulse. His oxygen was little bit drop, and he was stressed and little bit worried. So after 1 hour, like after dinner, I also again checked the oxygen level, and it was almost like 65 and 70. So I gave him oxygen in 3 liters for the whole night. That means I think it's 6 hours. Она проверила, в первую очередь проверила уровень содержания кислорода в крови. И он показал низкое содержание, где-то 65%. И приняли решение, что мне нужно немного дать кислороду. И в Лабочи мы купили кислородный баллон. Я дышал всю ночь кислородом. Но я думал, я буду спать. Я также не спал, но я дышал кислородом. So today morning, I think he's very nice. I just checked his oxygen this morning, and his oxygen was almost 80 to 90. And at this altitude, that oxygen is nice. После того, как мы завтракали, проверили уровень кислорода в крови, он показал почти что 90% от нормы. И у меня было 85, условно там, да. Поэтому мы надеемся, что он втянется сейчас
И вот этот кризис, порог мы уже прошли. Каждый день новые локации, каждый день новые горы ты видишь. В какой-то момент открывается вид на величественный Амадаблам. Гималаи — это совершенно другие горы, в каких бы я ни была, потому что масштабы здесь совершенно несравнимы. То есть здесь ты сидишь около шеститысячников, чуть дальше уже восьмитысячники, всю дорогу перед нами был Ходзе, это 8500. Это совершенно другие ощущения, потому что эти горы невероятно огромные, мало кого они к себе впускают. То есть они обладают такой мощью, которая, ты чувствуешь себя просто супер песчинкой по сравнению с ними. И здесь вот ощущение вот этого величия, уважения к горам, то есть насколько они величественны. Я думаю, нужно с максимальным уважением относиться к горам и идти с чистыми помыслами. Где-то 21 числа, в зависимости от погоды, в зависимости от провешивания веревок и так далее, мы будем уже делать акклиматизационные выходы. Первый лагерь, второй, третий лагерь. Нет. Любая, которая, да, которая тебе... Нет, длиной было. Что-то там. Сегодня у нас отработка ледовой техники. Сегодня тренировки максимально приближены к боевым, можно так сказать. То есть это уже высота. Если мы дома делали это на высоте 1000, 2000, 3000, то здесь уже 5 и выше. Здесь уже обычный шаг. Это уже тренировка. Это уже напряжение, это уже работа тяжелая. И здесь самое главное ребятам механически вспомнить опять, как мы работаем с восьмеркой, как мы работаем с жумаром, как мы работаем с железом. Это очень важно, это механическая память. Ее надо постоянно восстанавливать. А здесь еще на высоте, да, вот в условиях гипоксии, главное, чтобы мозг из нужных файлов достал информацию и применил ее, дал указания рукам, чтобы они все делали правильно. Здесь очень важно. Главное не бояться, главное уверенность. Эту уверенность надо постоянно в себе нарабатывать. Какой здесь секрет хождения? Просто это самое, переставными. Шаг. Натягивай веревку. Веревку натягивай. Вот это. Да, но натягивай, держись как бы на нее. И назад откидывайся как бы. Ставишь ногу. А вот так, да. Вот так. И вторую ногу также ставь рядом. Вот. Вот так, да? Да. Это самое, да. Бүгін 19 сәуір, сондықтан біз жолда 13 күн, 12-13 күн. 2 күн базовый лагерьдамыз. Кеше кішкене демалдық, өйткені оға дейін біз көп күн жүрдік және акклиматизацияға 6200-ге бардық. Кеше кішкене демалып, бүгін тренировка жасап жатырмыз. Бүгін тренировка жасаған жаттығулар бәрі бізге керек болады Эвересттің жолында.
Все, она сразу по второму кругу. Хорошо. Свободно! В чем проблема? Мое горло. Нос не дышит. The nose is closed. И я всю ночь с открытым ртом. And the whole night she was sleeping with open mouth, breathing And with my- mouth. So open mouth. Yes, Yes, she was and- breathing with the mouth because nose was closed. Да, утром выхаркивался, And in the morning, when he started to do like this, и кровь пошла. and the blood came out. Blood came out? Yes. Yes, something from the throat. А я думаю, это вот в I горле. think something within the throat. Okay. So do you have fever? Температура есть, морозит. No, I feel good. You feel good. Do you have shortness of breath? Дыхания у тебя нет? Нехватки дыхания нет? No. No? Нет. Скажи, Bigger? So your tonsils are all right. Начинаю привыкать потихоньку. Первые дни вообще было не по себе здесь. Как будто жизни нет, плохо. А сейчас как будто бы ты уже просто на равнине. Такое ощущение становится временами. Не всегда, конечно. Тут где-то в Алмате на Мадео сидишь, и это наши там 4000-ники. Такое ощущение бывает, но не всегда. Вот он. Это ледник Хумбу называется. Через него сейчас учимся, тренируемся. Через лестницы проходить, потому что там большие трещины. Не знаю, насколько правда, говорят, что метр в сутки двигается вот этот ледник. Ну, я слышал много, но сейчас на себе лично это ощутил. На высоте все совсем по-другому. Конечно, хочется подняться, потому что мы сюда приехали. Не хочется с опущенной головой уезжать. Как будто ты сдался или проиграл. Конечно, если здоровье подведет, там уже не от тебя зависящее, да? Но духом постараемся не сломаться. Хотя каждую ночь мерзнешь, думаешь, что я здесь делаю. Работай, работай, работай. Ну, я надеюсь, что это стоит того, и это тоже как-то, как сказать, будет воспоминанием. Время-то быстро летит. Она спокойно работаем, не рывками, аккуратненько. Движения плавные, хорошо? Когда подходишь, сначала карабин, потом жумар. Не забываем замуфтовывать. Рядом делаешь ногу. И второе, чуть дальше ногу ставишь. Только не спеши. Да, да, да. Молодец. В принципе, нормально, чувствую себя. Единственное, конечно, все делается не так, как внизу. Здесь уже сказывается высота, тренируешься на 5400. Вот, допустим, Island Peak нужно было жумарить свыше 6000, это, я вам скажу, очень сложно. Где каждое движение было такое, давалось, не скажу, что прям ты преодолеваешь себя, то есть хочется сдаться, но ты не сдаешься и идешь дальше. Вообще я была, конечно, очень горда, и я думала, блин, наконец-то мы это сделали. Я надеюсь, схожие ощущения будут ждать нас на вершине. Кудай Галаса, дойдем до вершины, самое главное, безопасно спустимся. Вообще план у Махсута существует еще с 2018 года, когда он со своим другом Олегом ходил на Эверест. Это было успешное восхождение. И этот план мы взяли за основу, и этот план у нас в соответствии с датами 2024 года был практически с ноября, можно сказать, 2023 года. Первая ротация – это первый акклиматизационный выход. У нас был план такой, либо сделать тач Camp 3, это то есть дойти до 7100 и вернуться в лагерь второй,
либо мы хотели там переночевать в зависимости от готовности лагеря, потому что мы не знали, в каком состоянии лагерь. И с базового лагеря до второго лагеря мы шли 12 часов. Было сложно, выматываешься, ты уже не свежий. Не знаю, я был спокойный, у меня просто была борьба с тем, что я уже устал. Я просто шел и все, мне было без разницы, ледник рухнет, он упадет на меня или что-то случится. Мне было все равно, я просто шел. Вот в скайранинге ты быстро сбежал, и все, сидишь, греешься, там кушаешь. В альпинизме дело обстоит по-другому, ты постоянно мерзнешь, ты постоянно кого-то ждешь, возможно, или постоянно идешь, потом постоянно куда-то лезешь и так далее. Ну, то есть это очень сложное испытание. Я думаю, в альпинизме нужно быть не только сильным физически, но и сильным ментально. То есть примерно уже после 5000, я думаю, все процессы замедляются, и организм просто работает на выживание. То есть ни о каком восстановлении там и речи нет. Вышли с первого лагеря, идем во второй. Присели водички попить. Нормально, но чувствуется высота, конечно, и жара. Из-за этого пульс более высокий, чем по холоду. Мы сейчас идем по так называемому плату безмолвия. А жара. А я предупреждал, говорю, давайте выйдем засветло. Но вышли по солнышку, сейчас вот тяжко очень идти. Уф. А вот впереди нас Эверест. А уже по плату безмолвия идем во второй лагерь. Здесь уже не так много сложностей, потому что набор высоты всего 300 метров, но нам придется пройти по, наверное, ледяной жаркой сковородке. Она как линза стеклянная. И ты идешь, и солнце бьет тебя сверху, оно бьет снизу, с боков. 360 градусов, это все в тебя вонзается, ты кипишь, тебе жарко, а разденешься, тебе холодно. То есть здесь солнечная радиация работает на все 100. И вот ты медленно идешь, доходишь до второго лагеря, отдыхаешь, ночуешь там несколько дней. Голова не болит? А? Голова не болит? Ну нет. Вообще пока чувствую себя очень комфортно, но немножко, если честно, пугает завтрашний день. Но с другой стороны, есть одна глобальная мотивация: спуск на Намче-базар, душ и расчесать волосы. Вот. Завтра будет тяжело, но когда пойдем на штурм, будет еще тяжелее. Поэтому завтра будет разведка.
Завтра будет много льда. Поэтому Жумарить будем. жумарить и на 8. Спускаться. Да. Завтра уже там и камни будут лететь, и лед будет лететь. Там, ну, в общем, уже завтра передовая, можно сказать. Пока мы по тылам ходили, а завтра уже все. Если честно, вчерашний прогноз погоды был кажется неверный, потому что лично я очень сильно мерзну. Мерзнут руки, ноги, слава богу, не мерзнут, но мерзнут пальцы и попа. Идти тяжело, но терпимо. Но прогноз погоды сегодня, конечно, такой. Мне кажется, возможно, это хорошая тренировка, потому что приходится идти сквозь ветер. Честно говоря, вот там где-то меня чуть-чуть сдувало, и мне приходилось коситься в сторону. Было тяжко. Ну, просто я, наверное, ночью нормально не спал. И, может, поэтому было для меня очень тяжко. Что, Жумаев ругается, да? Да. Ну, я шел, не отставал Лакпы. Да. Все, что требовалось от меня, я все выполнял. Ну как тебе вот эта вот вершина, вот эта вот рядом, вот эта вот, которая сейчас? Пугает. Она меня пугает. Но ты ее чувствуешь уже? Чувствую, что она рядом, но это очень много требует сил. Это не просто. Все, кто говорят, что Эверест это просто, я не знаю, что им ответить. Они лгут. По-хорошему надо было переночевать в 3-м лагере, там, прогуляться в сторону 4-го, спуститься, тогда, может, было бы хорошо. Но уже на протяжении многих лет данный способ, то есть данный вариант акклиматизации, он является популярным, ну и, как показала практика, он действенный. Мы сейчас уже выше 7000 метров, выше точки Казахстана, пика Хантегри. Рядом Эверест, но погоды там нет. Но мы, несмотря на непогоду, должны выполнить по графику восхождение на 7400 метров и спуститься уже на акклиматизацию, точнее на отдых после акклиматизации. Следующий выход уже штурмовой. О, кола, это школа. Ну что, как она, тебе акклиматизационный выход? Нормально. Спуск был классный. Помаши маме ручкой. Мам, привет. Все, сходили. И я верю, что у каждой горы есть какая-то душа, и, наверное, она понимает, кого впускать, кого не впускать. Я думаю, нужно с максимальным уважением относиться к горам и идти с чистыми помыслами.
Но как будто бы все здесь желает нам удачи, и все здесь молится за наше возвращение живыми, здоровыми, с горой. Так что все больше мотивации появляется, все больше вдохновения. Напились, наелись, покормили, самое главное, богов покормили, духов покормили. Теперь со спокойным сердцем и душой. Cheers. Штурм – это когда вроде бы мы уже подготовились, акклиматизировались, отдохнули. Но штурм – это как вообще другая субстанция. То есть к нему готовишься уже не физически, а больше морально. Мы вернулись уже в базовый лагерь и, переночевав 2 дня в базовом лагере, также ожидая, когда провешают все веревки, мы 8 мая стартанули уже на штурм. Ночью идти нормально, когда вверх идешь, просто идешь, отключаешь мозг. Просто идешь и идешь. Там проходишь через трещины, обходишь ледники. Ну и ты понимаешь, что в любой момент что-то может обрушиться. Можно темп помедленнее пойдет. Сейчас по-любому будет медленнее. Пройти нам необходимо будет через ледопад Кхумбу, который я сказал уже очень опасный. Он постоянно обрушивается, постоянно трещины меняются, он дышит. То есть это, представляете, как по замерзшему водопаду идти, но водопад не стоит. Он постепенно падает. И вот это самое опасное. На человека может упасть ледяная глыба, может обрушиться мост или еще что-нибудь, можно сорваться. Поэтому везде там провешены перила. Все пытается тебя убить. Ну, это может быть очень грубо сказано, но лавины, камнепады, ледопады, мороз, ветер, холод, там, ураганы, все пытается забрать у тебя жизнь, в том числе и гипоксия. Этот незримый, этот бестелесный, невидимый противник, его надо опасаться больше всего. Первый день выход сегодня. Как ты себя чувствуешь? Как погода? Погода нормальная. Вроде бы казалось, что будет легче, чем в первый раз, но все равно, если честно, очень сложно. Мы сейчас сидим, еле дышим. После ключа маршрута около, наверное, 10 метров. Надо пролезть по веревке. На 6000 это очень сложно. Но мы справились. Устал, но идем, продолжаем идти. Мы сегодня в 2 часа ночи вышли из базового лагеря. Идем мы уже на где-то 5,5 часов. Да? Да. 5 часов мы идем. 5 часов ровно идем. Вот дошли до ключа маршрута, прошли его. Где-то осталось еще 2 часа еще осталось до первого лагеря. Там немножко отдохнем и пойдем дальше во второй лагерь. Сегодня длинный переход, двойной, с перепадом высоты 1 километр. Погода
идет снег, ночью был туман. Камту! Живой? Еле живой. Еле живой. Гони, ты чё? Нар, чё, ну ты как? Устали. Ну, заходи туда, вон, где наша палатка. Это наша? Куда пойдем? Мы переночевали 2 ночи в Кэмп-2, отдохнули. К этому времени в том числе подтянулись другие ребята с 7 вершин. Познакомьтесь, это Хорхе. Он тоже 14 восьмитысячников без кислорода зашел, так же как Максут Жумаев, только чуть больше времени потратил. Следует отметить, что в эти дни нам действительно повезло, выпал снег. И уже путь с Кэмп-2 в Кэмп-3 был не по льду, а по снегу. А это, во-первых, это безопасно, потому что уже не падают камни, а во-вторых, это уже легче. То есть ты идешь по снегу, а не как мы шли до этого, просто по голубому льду. Пока мы подустали, дошли до 3-го лагеря, сейчас уже подышали кислородом, как будто бы силы появились. Покушаем и будем ждать чая. Было очень тяжело. Если бы можно было материться, я бы матерился. Слава Богу, дошли. Восстанавливаемся, готовимся к штурму. Один из очень таких нюансов, очень важных, очень таких, можно сказать, для меня это неприятный момент, это работа уже с дополнительным кислородом. Когда мы пришли в 3-й лагерь, нам дали кислородные маски, и мы уже эти маски, по сути, не снимали уже до вершины и обратно в 4-й лагерь. Ну, мы на высоте 7000, 3-й лагерь. Это давление, это вот сколько подачи. Можно увеличить подачу. Но, соответственно, ты быстрее израсходуешь кислород. Hello everyone. Yay! Hello. Tea time. Time is country. Poliban ben etini. Oh, kende so tampa pa simbo kana ni tampa e koi to. जवानीमा कसैले जान्यो र मैले तान्यो र Amge, this is Nurpo. How are you, Nurpo? Good. Good? Okay. Everybody good. Just tired, yes? Yeah, very tired. Very tired. Завтра на 8000 дюйм уже с кислородом. Сегодня шли без кислорода, завтра пойдем с кислородом. Высота 7000. Ну и там лежим в палатке. Почему мы хотели именно зайти после Fixing Team? Потому что на Эвересте бывают огроменные очереди, и это чревато
ну, можно погибнуть. Кислород может закончиться, пока ты стоишь в очереди. Поэтому, чтобы в очереди не стоять, мы решили взойти одним из первых. Я не был уверен в том, что я взойду. Да я вообще не верил, что я взойду, потому что для меня было, наверное, из нашей команды сложнее всех получить акклиматизацию. Учитывая, что он большой, и, соответственно, его организм нуждается в большем количестве кислорода. Пробка, да? Пробка. Вон третий лагерь, покажи его. Вон. На ледниках. Сегодня в 4 утра был подъем. И вот только смогли выйти, все равно пробка в 2 линии идет. Мы шли по снегу, но оказалось сложнее, потому что мы были уже одеты как на штурм. Если в прошлый раз мы шли налегке, чтобы сделать тач и вернуться, в этот раз мы были уже в дайнсютах, а это уже дополнительно несколько килограмм, жара. Как идется? Хорошо. С кислородом намного легче оказалось. До этого мы без кислорода ходили. Было очень тяжело. Сейчас более-менее. Сейчас направляемся к 4-му лагерю на высоту 8000. Больше 6 шагов идти нельзя, задыхаешься, не хватает кислорода. 4-6 шагов, потом маленький отдых. Миллион причин можно найти для того, чтобы совершить ошибку и не взойти на вершину Эверест. Поэтому мы шли спокойно, ребята не дергались, вот, даже где-то перестраховывались, то есть там мне надо побольше поспать, там мне нужен кислород. Я приложил все свои усилия, и когда шли вверх, мои силы заканчивались на самом деле, потому что в зоне смерти я, ну, это, наверное, как сказать, кто-то, может, осудит мои мысли, но я думал, победа или смерть. Либо и у меня не было варианта разворачиваться или сдаваться. Я думал только вперед. Прошли еще один ключ маршрута, называем Yellow Bend. Уже видны палатки 4-го лагеря Алходзе. И если честно, именно во время штурма я помнила слова Ольги, которые она мне сказала в аэропорту. Она мне сказала так: Анар, очень следи за собой, следи за запасом своих сил, потому что если вдруг они у тебя закончатся, то Максут отдаст за тебя жизнь. А я помнила о его 3 детях, об этих словах. И, если честно, я прям со времени всего штурма я была как робот. И мне кажется, я очень четко распределила свои силы, и на штурме я была просто полна сил. Тяжело, но держимся. Дошли, я рад, но много сил потратили. Надо сейчас восстановиться, чтобы ночью пойти на штурм вершины. Сегодня
7 часов 15-20 шли от 3 до 4 лагеря. Ну, это уже зона смерти, поэтому здесь не до шуток. Как-то так. Наши ребята шерпы палатку ставят. На 8 тысяч, когда мы пришли, вроде, естественно, никто не смог кушать. Мы там попили чай какой-то с шоколадками, которые брали до этого, покушали спортивный гель, чтобы хоть какие-то калории были. И то там кто-то покушал, кто-то не смог покушать. Легли спать, ну как условно, потому что там у нас всего было 5 часов, пока мы собирались, готовились к штурму и так далее. И уже в 10 где-то, ну мы проснулись в 8 или в 9, а в 10 уже выдвинулись на штурм. На высоте примерно 8400 поднялся сильный ветер. И ну, все распереживались, потому что на Эвересте плохая погода, это ну, может закончиться трагедией. Там начался ветер, и мы заметили где-то 3 команды, это человек 6-7, которые разворачивались. Была очень плохая видимость. Я начала говорить: папочка, папочка, пожалуйста, помоги, успокой ветер. Всевышнему, что когда я к вершине начал подходить, у меня был прилив сил. Я уже на вершине там чуть ли не скакал. Анара удивила меня своим терпением. Она даже
Если ей было тяжело или плохо, она это все как солдат переносила все стойко. И она молодец, она это сделала. И она терпела все. У нее все было в себе. Алло. Алло. Алло, Соня, я на Эвересте, на вершине. Ты дошла до Эвереста, да? Да, дошла. Соня, мама, я вас очень сильно люблю. И Диаса тоже. Потом. И папу очень люблю. Ты дошла до Эвереста, да? Да, я люблю вас. Я с папу. Маму. Очень-очень сильно люблю тебя. Аня, очень сильно люблю тебя. Молодец. Мы гордимся тобой. Я тоже, пока. Я смогла позвонить сестре. Я сказала, что я на вершине. Я, честно говоря, смутно помню, что именно я говорила. Но я говорила, я на вершине. А сестра Пиль спрашивала, ты на Эвересте? Ты на Эвересте? Да, и это было так слышно. И мы там, мне кажется, мы все там начали плакать, кто там был. Солнышко, я тебя люблю, извини. Вторая не работает, я тебя люблю. Очень сильно. Детей нас очень сильно люблю. Сегодня не было хорошей погоды. Если честно, это был наш, так сказать, единственный шанс, так как только ты уже вышел на 4-й лагерь, ты уже теряешь силы, и, наверное, сделать штурм потом еще раз, скорее всего, невозможно. Поэтому мы знали, что это наш крайний случай, крайний шанс. Очень много людей в нас верили, поэтому даже мыслей таких не было. Я всю дорогу, в первую очередь, когда начался сильный ветер, просила папу, чтобы он помог все-таки зайти на вершину, потому что в какой-то момент, когда начался очень сильный ветер, я испугалась, что вдруг нам скажут, что вершина закрыта или еще что-то такое. И всю дорогу его просила. Мне кажется, он помогает. Всегда. Помогает. Очень много людей нам помогали. Они желали очень много хорошего, родные, близкие. Да, кстати, уже хотела сказать, что, мне кажется, часть, это заслуга всех людей, которые нас видели. Это не только ребята с Казахстана, которых очень много, но люди с соседних лагерей, там, не знаю, кто-то помогал лекарствами, кто-то добрым советом и так далее. Всем спасибо. Это наша общая победа.
самое сложное было идти с больным горлом, которое простудилось, кажется, при переходе с лагеря 3 в лагерь 4. И на высоте все более обострилось. Я вот хотел этого испытать и своими глазами увидеть Эверест, как это на самом деле. Я это все увидел все эти сложности, видел тех же мертвецов. А еще самое сложное было видеть погибших людей на тропе. Если честно, мне кажется, это самое сложное и самое оставляющее осадок. Когда мы шли штурмовать, когда погода испортилась, я видел китайца, который просто лег и собирался умереть. Просто устал, лег, да, и такой смирился. Потом другой альпинист к нему подошел, иностранец, и начал ругаться и поднимать его. Его подняли, он немного прошел, сел, я мимо проходил, смотрю в его глаза, они были у него такие пустые уже, безразличие было в глазах. Я считаю, что если бы, не дай бог, кто-то был в беде из представителей нашей команды, нам было бы плевать на восхождение, мы бы бросились спасать не только друг друга, но и других ребят. Я перебаривал себя, я даже несколько раз, наверное, ломался, можно сказать. Я уже думал, все, я не смогу, я все закончу, наверное. Но это только были мысли, а по факту я не собирался сдаваться. Но этот человек дошел до вершины на чувстве, там, не знаю, насилия воли. Просто потому, что пацан сказал, пацан сделал. Для меня было это очень сложно. И самое главное, я сказал, сделал. Это важно. Мама. Одни минуты назад пришли. Мне кажется, кто-то не устал. Конечно, она сильно устала. Я очень давно устала. We are going from Camp 4 to here. Я очень довольна, но потеряла голос. Надеюсь, он восстановится, а не будет как у русалочки. Это у нее, говорят, голоса нет. Это у меня голоса нет, а у нее голос есть. Мы поздравили друг друга сейчас с горой, потому что мы можем себе это уже позволить. Мы вернулись живыми и здоровыми. Қызым шықты дегенде, сол шықтым дегенде, бірақ мен өзім сезіп жүрдім, қызым өзі айтқанына жетеді, арманына жетеді, что оның қолынан келеді деп сезіп жүрдім. Бірақ та енді аман есен түссе екен содан, аман есен үйге келсе екен, көрсем екен, көз алдымда тұрса екен, что бәрін өзім көз көзімен көріп, что қызыммен бәрі жақсы, бәрі.
қуаныш мықты жарайсыңдар деп айтқым келеді үшеуіне де. Әсіресе мына қыз бала Анарға айтқым келеді. Керемет Анар. Анасына рахмет, осындай қызды тәрбиелеп, осындай биікке жеткізіп жатырған. Сол өз бір Алладан тілегенім болды, сол өз аман есен шығып, аман есен түс екен деді. Соны шығып бара жатқан кезде қарағанда сенем қызыма, что ол жетеді арманына, шығады деп. Но бірақ анасын ғой, ана болғанда жүрегін жаман, жүрегін өте қиын болады. Қиын. Қазір ана былай қарап отырғанда қазан жерден құлап кетпесін, мына жерден құлап кетпесін, қазір сөйтіп кетпесін, бүйтіп кетпесін деп. Соңғы кезде үлкен қыз маған көрсетпейтін болды. Потому что мен ұйықтамаймын. Тілегенде күні түні жұмыста жүрсем де ойым сол, үйде жүрсем де ойым сол, қайда кетіп бара жатсам да ойым сол. Аллаға табыс етіп отырдым әкесімен, что қызымды жамандықтан, зұлымдықтан, ауру сырқаудан сақтасын деп. Меня зовут Урашева Анар. Из ощущений пока могу сказать, что еще до конца не осознали, что мы сходили на Эверест, вернулись живыми, здоровыми. Могу сказать только то, что испытываем счастье, что мы получили очень прекрасную встречу в аэропорту. Сейчас получаем очень много хороших пожеланий. Наверное, осознание скоро придет и смогу более подробно рассказать про свои эмоции. Пока только мы просто наслаждаемся. Я рисковала жизнь больше, чем на Эвересте на этом мотоцикле. Ты за рулем была? Нет, Алина я привез, но он ехал 200 или 300 километров. Дорогие друзья, я прошу вас аплодисментами встретить первую казашку, зашедшую на Эверест. Анар Урашева. Дай тебе подержаться, ты же на Эвересте была. Мы познакомились с Максутом. Одновременно мы познакомились с компанией-спонсором Everest Development. Я не знаю, мне кажется, судьба свела нас вместе, все три части этой команды. И буквально с ноября месяца мы уже начали подготовку к экспедиции. И также всей командой съездили на Килиманджаро. Где машина? Куда? Дальше. А еще куда бежишь? Я бегу на прямой эфир Хабара. Чувствую себя Бритни Спирс такая. Қазақ Эверест Тайм командасы бүгін бізде қонақта. Ендеше мықтыларды қарсы алайық. Анар Урашева, Мақсұт Жұмаев және Альмир Қымбатбайұлы. Хабарлайық бағдарламасында. Біз біріншіден жеңілдікті сезінгенбіз. Өйткені Қазақстан. Не істеп жүрсің? Не қыласың? Менде отпуск қазір. Эверест қазақ тим командасы жеңіске жетті, құттықтап қойыңыздар. Наверное, уже все знают, потому что пресс-конференция, итоги были во всех СМИ практически. Компания Everest Development подарила мне квартиру. Не только мне, но и Максуту, Альмиру. Буквально недавно я ее оформила. Жду приезда мамы, чтобы уже переоформить квартиру на нее. Я очень спешила ей рассказать, чтобы она не увидела где-то в соцсетях это. И это был мой подарок ей на день рождения. Я надеюсь, в скорейшем времени уже удастся переехать. Она очень обрадовалась. Я думаю,
Наверное, для каждой матери это очень ценно. Посадочные? Да, вот эти вот наши. По плану восхождения на высшую точку Европы, пик Эльбрус, 5642 метра. Это входит в программу 7 высочайших вершин всех континентов. Вот, поэтому будем надеяться, что все пройдет в штатном режиме. Через неделю приедем. Не плачь, давай, не плачь. Через неделю приедем. Біз ары қарай анардың жетістіктерін қолдап жатырмыз. Соның жалғасы сол сәтті болсын. Давайте. В этом году ожидается Эльбрус, возможно, Аконкагуа перейдет на начало следующего года. Кроме этого, у нас с Максутом есть план сходить на еще один 8000-ник Манаслу. Экспедиция планируется буквально в начале сентября. Поэтому я очень ждала именно поездки на Эльбрус, потому что, во-первых, это высшая точка Европы, во-вторых, это заново ощутить атмосферу. Поэтому настроение просто чудесное. Большие горы зовут. Мы едем, наверное, наслаждаться. Наверное, сейчас уже можно раскрыть наших генеральных спонсоров. Это Everest Development, это компания, которая занимается строительством жилых помещений. Что я хочу сказать? На самом деле, честно говоря, я мечтала, но эта мечта была как-то не соотнесена с реальностью, потому что я понимала, что у меня нет таких денег. И заработать их было бы очень сложно. Но когда появился такой шанс, и когда компания согласилась поддержать, я не знаю, я была просто, не знаю, я подумала, боже, такие люди существуют, и они существуют в Казахстане. И этим у меня аж голос дрожит, потому что этим нельзя не гордиться. Даже если бы это была не я, это просто то, что люди такого уровня, бизнесмены, согласились настолько много денег вложить в такой проект, который на самом деле не принесет ни рекламы. Это чисто патриотический проект. Эти люди просто решили сделать такое прекрасное дело. Я считаю, что это дорогого стоит. Я буду им благодарна всю свою жизнь, заставлю своих детей быть благодарны ему, потому что я считаю, что это очень редко. И, честно говоря, надеюсь, это послужит примером для других компаний, которые обладают такими возможностями, потому что очень много спортсменов во всех отраслях спорта. И очень грустно, что они не могут реализовать себя, свой потенциал, прославить имя нашей республики, потому что просто не хватает финансирования.